Всем здравствуйте! Сегодня вяжем милые тапочки-котики. Модель эта очень легкая, с ней легко справятся новички. Набор петель в начале вязания можно сделать по-разному, обычным способом или с открытым краем. Я выбрала второй вариант. Какой вариант выбрать вам, решайте сами. Вязала я такой пряжей спицами номер 2,75. Сначала вяжется цельная часть боковинки и подошвы, затем формируется мысок, делается шов сверху и вяжутся ушки. Из чего делать глазки, придумайте сами, я покажу несколько вариантов. Эти милые котята станут душевным подарком и наверняка понравятся. Если вам интересно, присоединяйтесь. Для начала работы нам надо набрать петли. Каждый набирает такое количество петель, сколько ему надо. Набранные петли – это размер высоты тапочка, затем подошва и высота тапочка с этой стороны. То есть, если вы хотите следочек, значит меньше петель наберете. Хотите тапочек повыше, наберете петель больше. Итак, начать вязание вы можете обычным способом и потом сшить. Но для того, чтобы пяточке было комфортнее и не давил толстый шов, я сделаю набор с открытым краем. Для этого я сначала наберу цепочку из воздушных петель с помощью крючка. Делаем петлю. Не затягиваем и вяжем воздушные петли. Делаем накид, протягиваем через петлю на крючке. Накид, протягиваем через петлю на крючке. Мне надо набрать 30 петель, наберу их с запасом. Я набрала на 5 петель больше, чем мне надо. Сейчас надо обрезать нить и отметить последнюю петлю маркером. Для того, чтобы когда будем распускать цепочку, чтобы не путали, за какой конец дергать нить. Прежде чем набирать петли, не забудьте оставить конец нити для сшивания. Я оставляю примерно сантиметров 30. Теперь давайте рассмотрим цепочку, которую мы вязали. Я взяла темный цвет, надеюсь, будет видно. При провязывании цепочки у нас образуются вот такие звенья. И если этими звеньями развернуть цепочку, чтобы они смотрели на стол, то мы видим вот такие бугорочки. Вот они. С изнаночной стороны. Будем набирать петли, вводя крючок вот в эти бугорки. Можно это делать сразу спицей, можно поддевать петлю крючком и затем надевать на спицу получившуюся петлю. Следующий бугорок. Надели петлю на спицу. Подтянули немножко. Мне удобнее спицей набирать. Ввели спицу в бугорок, подхватили нить, вытянули. Петля на спице.
Нить для воздушной цепочки желательно взять хлопковую или такую, у которой нет ворсинок. Но это для того, чтобы легче распустить эту нить. Я набрала 30 петель. Теперь вяжем. Все ряды вяжем лицевыми петлями. Обратите внимание, последнюю петлю я провязываю лицевой петлей за заднюю стеночку. Делаю это для того, чтобы получался вот такой аккуратный край. Для своего размера я провязала 20 волн. После провязывания одного лицевого и изнаночного ряда получается одна волна. Вот свои волны я сейчас пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давайте посмотрим на работу. Это лицевая сторона. Вот начало вязания. И рабочая нить сейчас с этой стороны. Переворачиваем вязание. Закончили вязать изнаночный ряд. И теперь надо прибавить 4 петли. Просто накинем нить на спицу. Вот так. 1, 2, 3, 4 раза. Разворачиваем вязание. Это лицевая сторона. Провязываем ряд. Снимаем кромочную. Провязываем 3 набранные петли. И вяжем ряд до конца, как вязали до сих пор. Довязали ряд до конца и снова набрали 4 петли. 1, 2, 3, 4 раза накинули нить на спицу. Снова разворачиваем вязание и вяжем еще один ряд. Снимаем кромочную, провязываем 4 набранные петли. И вяжем ряд до конца. Довязали до набранных петель, провязали их и закончили ряд. Сейчас смена цвета. Эту нить я обрезаю. Вот так сейчас выглядит вязание. Это лицевая сторона. На спице сейчас 38 петель. Подвязывать нить не будем, просто продолжим вязать. При смене цвета первую петлю провязываем. В конце вязания все это затянется и концы нитей спрячутся. Продолжаем вязать ровные ряды. В лицевом и изнаночном ряду лицевые петли. У меня этих петель 38, у вас не знаю. Я связала 7 волн розового цвета.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ровные ряды вяжем до косточки на мизинчике. После этого начинаем убавлять мысок. Для этого делим вязаное полотно вот таким образом. Вот так. Это подошва и верхняя часть. На подошву я оставила 18 петель. Здесь 10 и здесь 10 петель. Чтобы вязать мысок, начинаем делать убавление. Убавление будем делать с двух сторон от каждого маркера. То есть 2 петли вместе с этой стороны от маркера, 2 петли с этой стороны. И точно так же 2 вместе с этой стороны от маркера и 2 вместе здесь. Также продолжаем вязать лицевые петли, как вязали до сих пор. Убавление будем делать только в лицевых рядах. При провязывании лицевого ряда у нас будет становиться на 4 петли меньше. Вяжем до тех пор, пока до маркера останется 2 петли. До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Подтягивайте ниточку, переносим маркер и 2 петли после маркера также провязываем вместе лицевой петлей. Провяжем этот ряд вместе, чтобы было понятно. Продолжаем вязать среднюю часть. До маркера осталось 2 петли. Провязываем их вместе лицевой петлей. Переносим маркер и после маркера провязываем 2 петли вместе. Подтягиваем нить и довязываем ряд до конца. Это мы провязали лицевой ряд. Также продолжаем последнюю петлю вязать лицевой петлей за заднюю стеночку. Разворачиваем ряд и вяжем изнаночный ряд, уже не делая убавлений. То есть если у нас было 38 петель, сейчас осталось 34. Провязали изнаночный ряд, разворачиваем вязание и в лицевом ряду снова будем делать убавление. Кромочную снимаем и вяжем до маркера. До маркера осталось 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей, подтягиваем петлю, переносим маркер и после маркера провязываем 2 петли вместе лицевой. Вяжем до следующего маркера. До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Подтягиваем нить, переносим маркер и провязываем 2 петли вместе.
продолжаем так вязать, пока на спице останется 14 петель. То есть в лицевых рядах делаем убавление, в изнаночных просто провязываем ряд. Все, я закончила делать убавление, на спице осталось 14 петель. Снимаем маркеры. Обрезаем нить. Надо оставить нить так, чтобы ее хватило на то, чтобы продеть сквозь все петли и сшить вот этот участочек. Примерно сантиметров 30, чтобы так быть уверенными, что хватит. Одеваем нить в иглу. И продеваем иглу сквозь все петли на спице. Все петли у нас на игле. И теперь осторожно, не торопимся, протягиваем нить через все петли. Вот здесь придерживайте. Введите хорошо, затягиваем. И завязываем узелок, закрепляем. Теперь надо сшить эту часть. И сшивать будем, вводя иглу вот сюда, кромочную петлю. Вот наш ровный край. И вот так будем вводить иглу с одной стороны и затем с другой стороны. Когда будете соединять, следите за тем, чтобы волны совпадали, чтобы здесь сошлись одинаково эти две половиночки. Начинаем шить. С одной стороны делаем стежок. С другой стороны. Следующий. С этой стороны.
Сделали стежок, нить подтянули, сильно не затягивайте. Слегка. Закончили соединять. И теперь вот так закрепим розовую часть и выведем нить на изнаночную сторону. Завяжем узелок. И в получившемся шве спрячем нить. С изнаночной стороны получился такой аккуратный шов. Такой аккуратненький носик. И теперь здесь остался кусочек черной нити. Тоже надо соединить вот этот ряд. Как соединять задник, я покажу на вот этом образце. Вот наш набор, булавочка. Сейчас будем распускать воздушную цепочку и освобождающиеся петли надевать на спицу. Первую петельку развяжем и будем распускать. Освобождается петля, надеваем ее на спицу. Снова распускаем петлю, надеваем на спицу. Это не сложно, главное попробовать один раз. У вас получится, и все будет аккуратно и красиво.
Перенесли петли на спицу. Теперь найдем середину и вытянем этот проводок. Это если вы на таких спицах вяжете, как я. Если на прямых спицах, то это будет выглядеть вот так. Вот так. Теперь вдеваем нить в иглу и будем сшивать задник. Делать это очень легко. Спицы вот так вот одна возле другой находятся. Вводим нить сюда и в петлю соседней спицы. Снимаем. Теперь снова с этой спицы и с этой. Просто переносим петли со спицы на иглу. Если вы умеете соединять невидимым трикотажным швом, то соединяйте так. Шов получится эластичным. Этот шов не эластичный, но его быстрее сделать. Вот так по очереди перенесем все петли. И когда останется вот здесь 8 или 10 петель, тогда мы их соберем по кругу. Вот сколько у меня осталось: 9. Ну пусть будет 9. Пока вытянем, чтобы петли не соскочили со спицы. А вот эти петли, которые нанизали на иглу, сейчас прошьем нитью. Вот здесь придерживаете, вот здесь, и тяните ниточку. Если путается, расправили, снова держим и тянем. Вот так. Сильно не затягивайте. Вывели нить на изнаночную сторону. Проверьте, чтобы здесь вы не затянули сильно. Завяжем закрепляющий узелок. Снова иглу на лицо. И теперь с каждой спицы снимаем петли на иглу. Сначала с одной спицы, затем с другой. Вот так. Теперь через эти петли протягиваем нить. И стягиваем. Выводим нить на изнаночную сторону. Так вот вдавим немножко туда серединочку. Затянем. И завяжем узелок.
и спрячем нить. Вот так я вам на образце показала, как соединить задник, чтобы было понятнее. Так аккуратненько все получилось. Приступаем к вязанию ушек. Для того, чтобы вязать ушки, надо набрать 8 петель для каждого ушка. Вязать мы их будем по очереди. Отсчитаем от центра 8 петель. С этой стороны будем вводить крючок вот сюда, вытягивать нить и надевать на спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули петлю, надели на спицу. Следующая. Вторая петля. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И 8. Набрали 8 петель по лицевой стороне. Разворачиваем вязание и вяжем один ряд. Снимаем кромочную, провязываем 8 петель. Смотрите, чтобы набранные петли при вязании не перекручивались. Подтяните первую петлю. Один ряд провязан. По лицевой стороне будем делать убавление. Снимаем кромочную. Две следующие петли провязываем вместе лицевой петлей. Вяжем 2 петли. Перед кромочной 2 вместе лицевой петлей и кромочная петля. 6 петель. Разворачиваем вязание, провязываем 6 петель лицевыми. В лицевом ряду снова делаем возле кромочных убавления. Снимаем кромочную, провязываем 2 петли вместе лицевой. Следующие 2 петли возле кромочной провязываем лицевой. Четыре петли. В следующем ряду провязываем 4 петли.
В этом ряду снимаем кромочную. 2 средние петли провязываем вместе лицевой. Осталось 3 петли. В изнаночном ряду провязываем эти 3 петли. В следующем ряду провяжем эти 3 петли вместе. Снимаем первую петлю. Эти 2 петли провязываем вместе лицевой. И протягиваем через снятую петлю. Связали ушко. Обрезаем нить. Петлю затягиваем. И теперь надо спрятать эти кончики. Вот наше ушко. Прячем нить вязания. Эту нить перетягиваем на изнаночную сторону. Здесь я просто завяжу узелок и близко обрежу нить. Но для того, чтобы узелок не развязывался, надо сделать крепкий узелок. Делать его надо так. Вот нить в левой руке. Кладем ее сверху. Вот она у нас. И второй раз снова сверху. Вот так. Второе ушко будем вязать точно так же. Обратите внимание, что ушки должны быть напротив друг друга. Снова набираем 8 петель. Тапочек можно обвязать крючком, можно оставить так. Все аккуратно. Как в итоге сделать, решать вам. Теперь мордочки. Вы можете сделать мордочки так, как хочется вам. Можно использовать вот такие пуговички. Маленькие грибочки. Вот так. Это могут быть глазки. Есть вот такие бусины половинки. Которые можно приклеить с помощью клеевого пистолета или секундного клея. Делая мордочку, вы можете глазки опустить ниже, расставить их пошире,
Таким образом у вашего котика будет какой-то свой характер. На эту мордочку можно черные глазки, как вариант. На эту розовые. Из таких бусин половинок, например, можно сделать носик. Еще есть вот такой вариант. У меня упаковка была куплена давно вот таких глазок разного размера. Ой. Можно сделать так. Показываю вам разные варианты, вы свои попробуйте. Можно усики вышить, можно их не делать. В общем, смотрите сами. Я решила остановиться на таких глазках. И сейчас я их приклею. Я наметила иголочками места, где буду приклеивать глазики, чтобы не промазать. И носик. Глазики шевелятся. Этот вариант меня устраивает. В рукодельных магазинах они продаются. Так что вы найдете нужный для себя вариант. Теперь осталось сделать шикарные кошачьи усы. Тоже в зависимости от того, как их вышьете, тоже будет виден характер котика. Нить с изнаночной стороны на лицевую вытянули и вышиваем. Можете сделать как я или как-то по-другому, как придумаете. Я не затягиваю, чтобы не стянуть вязание. Туда же все-таки ножка еще должна зайти в тапочек. Поэтому слабенько вот так делаю усики. И на изнаночной стороне завязываем узелок. Вот один конец. Сейчас к нему приблизимся. Снова сделаю узелок крепкий. Нить из левой руки сверху. Делаем оборот. И снова та же нить, только она теперь в правой руке.
тоже сверху. Затягиваю и обрезаю. Тапочек готов. Получился милый котик. Можно связать шнурочек и продеть его вокруг, завязав здесь как хвостик, или сделать, как сделала я. В правом верхнем углу ссылочка на то, как вязать такой шнурок. Также в описании к этому видео в первом комментарии будет ссылочка на этот урок. Если вам надо, пожалуйста, посмотрите. Вот так можно присобрать, и будет хорошо держаться задничек, не будет слетать с ножки. И все, осталось завязать бантик. И хвостик готов. Вот они, две попки и две мордочки. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. Всего вам доброго! У меня получился вот такой размер. Но, пожалуйста, учтите, что у нас может отличаться пряжа, отличаться номер спиц. Мы можем вязать с разной плотностью, поэтому размер вы определите в процессе вязания. Модель эта легкая, и я думаю, вы легко с этим справитесь.